Всем привет, дорогие друзья! По вашим многочисленным просьбам сегодня готовлю нежную и ароматную пшенную кашу на молоке с сухофруктами. Она получается воздушной, с легкой сладостью кураги и кислинкой клюквы. А кусочек сливочного масла делает ее еще более вкусной и аппетитной. Такая каша – отличный вариант для сытного завтрака или полезного перекуса. Она заряжает энергией и бодростью на весь день. Для приготовления каши мне понадобится пшено всыпаю в сотейник, и его надо очень хорошо промыть. Сливаем воду 4-5 раз. Пшено я хорошо помыла. Сотейник поставила на плиту. Заливаю пшено горячей водой и довожу все до кипения. А вы знаете, почему пшенная каша иногда горчит? Это все из-за того, что пшено покрыто тонкой оболочкой, в которой содержатся жиры. И со временем, если крупа лежала довольно долго, эти жиры начинают окисляться и появляется неприятная горечь. Поэтому перед тем, как готовить кашу, обязательно пшено надо хорошо промыть и вот так, как я сейчас делаю, прокипятить в горячей воде. И тогда у пшенной каши абсолютно не будет никакой горечи, и она будет очень вкусная. Вода закипела, и я ее сливаю. Пшено я снова отправляю в сотейник. Заливаю 2 стаканами воды. Довожу все до кипения. Друзья, вы знаете, что пшенка еще и очень полезная. Она богата витаминами, магнием, калием, железом, дает энергию на весь день и надолго сохраняет сытость. Пшено помогает работе сердца, улучшает пищеварение и, конечно, подходит даже тем, кто не употребляет глютен. Вода закипела. Если здесь образовывается пенка, ее можно удалить. Теперь огонь делаю минимальным. Накрываю крышкой и готовлю кашу примерно 10-12 минут. Примерно таким способом готовим кашу для гарнира, не сладкую. Если вам интересен рецепт каши для гарнира, я оставлю ссылку под видео в описании. В кашу можно добавить любые сухофрукты, какие вам нравятся. И, кстати, можно добавлять и свежие ягоды и фрукты, просто когда уже каша готова. У меня здесь клюква и курага. Я их промыла, чтобы они были чистыми. И курагу порежу такими небольшими кубиками. Обязательно следите за кашей, чтобы она не убежала. Крышку плотно не рекомендую закрывать. Немного ее приоткройте. Посмотрите, как уже разварилось пшено. Все очень быстро. Конечно, пшенка готовится так просто и получается так вкусно. Сейчас каша у меня варится примерно 10 минут. Еще осталось совсем чуть-чуть жидкости. И теперь в кашу я вливаю молоко. И причем в зависимости от того, какую кашу вы хотите, такую более жидкую или менее, добавляйте столько молока. Я добавляю 300 мл. Можно добавить 500 мл. Кашу солю и добавляю сахар. Сахар и соль добавляйте по вкусу. Вместо сахара в конце, когда уже каша готова, можно добавить мед. И теперь, когда уже в кашу добавили молоко, обязательно надо следить, чтобы ничего не убежало. Немного все перемешиваем. Также для цвета я добавлю в кашу немного куркумы. Перемешиваю. После добавления молока варим кашу буквально еще несколько минут. И я сразу же всыпаю сюда сухофрукты, курагу и клюкву. Каша по-любому еще у вас будет доходить в кастрюле. Сейчас я сюда добавлю еще кусочек сливочного масла. Перемешиваю и плиту выключаю. Каша готова. Можно ее сейчас закрыть еще крышкой. Пускай она постоит пару минут. И подавать к столу. Каша еще вот так распарилась. Посмотрите. Ну и, конечно, сверху выкладываем кусочек сливочного масла. Маслице тает, каша такая аппетитная. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да,
ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!